Что-то. Недолго я искал. 1891, друзья. Всем привет, друзья! С вами снова рубрика «Поезд без границ». И сегодня я снова вышел покопать. Пойду вот по такой тропинке. Посмотрим, что на ней найдем. Прибор уже собран, лопата готова. Так что осталось только включить его и начать поиски. Поэтому включаем. Ну что, первый сигнал найдем вместе. Давайте попробуем. Вот что-то есть. Что-то есть. Фольга, наверное. Сигнал нехороший. Не понял. А где-то тут. Ага. Я понял, это маленький кусочек свинца. Ну, вот первый сигнал вот такой. Ну, а что дальше найду, буду снимать только интересное. Поэтому продолжаем. Смотрите, друзья, недолго я искал. Смотрите, это у нас колечко. Медное, скорее всего. Не знаю, старое, не старое. Может, вообще самоделка. Ну вот, первая интересная находка. Лежала сверху вот здесь. Продолжаем. Следующий интересный сигнал. Выпала вот такая вот медная штучка. Внутри есть язычок. Ну или крепление для язычка. Не знаю, что это было. Может, колокольчик маленький, а может и нет. Но штука старая. Поэтому берем и продолжаем. А вот и первая монетка. Это у нас 50 копеек. Ходячка. 50 копеек 98-го года. Почему-то прибор фонит. Ну вот, первая монетка найдена. Начало положено. Продолжаем. В общем, у меня небольшой привал. Монет пока больше нет. Но пока сижу, решил, что можно сделать, ну, в каждом видео такую вставочку. И там передавать, ну, приветы, там поздравления. Думаю, это будет интересно дополнительно. И в качестве первого поздравления хочу поздравить парня из Колумбии. Зовут его Хавьер. Вот такое поздравление я ему написал от своего канала. Исполнилось ему 19 лет. 4 февраля 2019 года это было.
В общем, что я могу сказать, Хавьер? Желаю, чтобы у тебя все было, что ты хочешь. Ну, всего самого наилучшего. Девушку свою не обижай. Насчет поздравления. Это его девушка попросила. Зовут Даниэла. Тоже привет. В общем, не обижай. Надеюсь, все у вас хорошо будет. И никаких проблем. Парень этот, как мне сказали, ему очень нравится Россия, и поэтому он хотел, чтобы кто-нибудь из России его поздравил. Ну, изначально речь была просто о фото с вот такой вот вставочкой, но я решил, что можно пойти дальше и внедрить такую вставку себе в видео. В дальнейшем буду поздравлять не только людей из Колумбии, так сказать, но и других. Поэтому, если вам это интересно, если хотите, чтобы я кому-то передал привет или поздравил с чем-то, то пишите в комментариях. И в следующем видео я выберу 3 наиболее понравившихся поздравления или привета и вставлю их в следующее видео. Поэтому, если интересно, то пишите. В общем, ладно. Пока поздравлял, уже отдохнул, так что можно собираться и идти дальше. Пока только одна монета, но я думаю, еще что-то найдем. Продолжаем. Вторая монетка за сегодня. Это у нас 10 рублей. А нет, 2 рубля. Что-то она такая желтая была, что я подумал, что 10 рублей. Но нет. 2 рубля ходячка. 97-й год. Берем. Похоже, я на место отдыха наткнулся. Вот тут кострище. А здесь уже вторая монетка. Но на этот раз это кое-что постарее. Это уже советская монета. И это у нас 20 копеек 1961 года. Берем. Среди камней лежала. Продолжаем. Блин, друзья, не успел снять. Вот отсюда заяц выскочил и туда как попер. Большой такой, больше моего пса прям. Жаль, не успел заснять, блин. Пока вытаскивал камеру, он уже убежал. Нашел вот такую вот полянку. И здесь много ходячки попадается. Попался еще один советик 2 копейки 79-го. Ну, может быть, что-то и поинтереснее попадется. Пока здесь похожу. Ну, а там посмотрим по находкам. Ладно, продолжаем. А заяц зачетный. Нашел я более-менее глубокий сигнал на этой полянке. И вроде хороший. Давайте вместе посмотрим, что здесь лежит. Так. Выкопал. А, еще какая-то хрень старая. Может, кусок от гильзы. Я уже такую находил здесь. Тоже глубоко была. Ну ладно, продолжаем. Нашел я кое-что интересное. Остатки вот такой вот подвески. Или что это было? Не серебро, бижутерия. Но прикольно. Не просто ходячка какая-нибудь. Берем и продолжаем. Зашел я вот в такой лесок. Очень много мусора здесь.
И наткнулся вот на такую штуку. Не знаю, что это. Похоже на предохранитель. О, здесь что ли год? Ну-ка, ну-ка, погодите-ка. Дайте-ка я немного почищу. И скажу вам, что здесь написано. Что тут написано? 1964, что ли, или 84. Это, походу, реально предохранитель. Но почему он такой большой и что там внутри, я не знаю. Возьму, пожалуй. Тоже находка интересная. Продолжаем. Друзья, первая монетка в этом мусорном лесу, смотрите. Вот она вот так выпала. Еще не смотрел, что это. Ух ты, это империя, друзья. Блин, вот это я удачно зашел. Имперская монета, друзья, копейка это. Год. Сейчас я скажу год. 1891, друзья. Александр III. Представляете? Вот это да. Блин, хороший лес, а? И ям здесь не вижу. Но мусора очень много всякого разного. Все, продолжаем. Коп удался. Первая сегодня интересная монетка. Смотрим дальше. Слушайте, хороший лес, друзья. Хоть и мусорный, но здесь находки хорошие попадаются. Вот смотрите. Вторая интересная находка. Пуговичка необычная. Видно, что царская, смотрите. Сейчас точно не скажу, какому ведомству принадлежит, но явно имперская. Интересно. И ушко целое. Отлично, отлично. Продолжаем. Да, знаете, как бывает. Копаешь, копаешь, глубокий сигнал хороший, думаешь, там что-то интересное. А потом оказывается, что там какая-нибудь железяка. Яма глубиной, смотрите. Вот так. Вот такой глубиной. И там вот такой чермет лежит. Это нержавейка, походу. Хотя нет, вряд ли. Хотя не ржавая, значит нержавейка же, да? Но она магнитится. Поэтому я ее не стал вытаскивать уже. Сейчас яму закопаю и пойду дальше. А думал, клад какой-нибудь. Ну да ладно. Смотрите, что я нашел. Да, помню, такие были. Олимпиада в Афинах 2004 года. И вот такие кружки выдавали в награду за баллы с крышек от Кока-Колы. Да, сейчас тоже выдают, но это вот прям совсем древнее. Сколько уже ей лет? 15. Да, 15 лет. 15 лет здесь лежит эта кружка. Наверное. Может, меньше. Да, интересно. Ну ладно, продолжаем. Ну что, друзья, давайте посмотрим, что я нашел за этот коп. Коп на самом деле вполне удачный. В первую очередь за счет вот этих вот находок. Первая — это монетка имперская, 1 копейка 1891 года.
Очень порадовала меня. Это в лесу нашел, вы видели. А вторая находка, даже более интересная для меня, это вот такая пуговица. Я сначала думал, что это Российской империи пуговица, но оказалось все намного интереснее. Это пуговица английская. Вот это поворот! Тоже конца 19-го, начала 20 века. Я посмотрел в интернете и пишут, что это, скорее всего, эхо Первой мировой, либо гражданской войны в России. Форму с такими пуговицами поставляли Белой армии, которая воевала с Красной армией. И, соответственно, эти солдаты теряли вот такие пуговицы. Здесь надпись. Это, скорее всего, город производства, но пуговица грязная и не видно, что написано. Поэтому потом, как почищу, фото прикреплю. Но это, наверное, будет уже не в этом видео, а в одном из следующих. На пуговице изображен лев и единорог, а также английская корона и какой-то герб. Еще здесь есть надписи, но из-за того, что пуговица грязная, тоже их не видно. Я ее совсем чуть-чуть почистил, протер, чтобы вообще было видно, потому что под слоем грязи виднелся только силуэт. Так получилось лучше. По остальным находкам. Вот такой вот предохранитель. Здесь есть клейма. Вот здесь стоит дата. 1984 или 64, ну похоже на 84. Я таких предохранителей, правда, не видел. Что это внутри, песок, соль, не знаю. Какой-то изолятор, короче. Помимо предохранителя, есть еще вот такое количество монет. Но это все в основном современные монеты. Вот смотрите сами. Есть еще позднесоветские несколько монет. Вот 1 двадцатка, 3 двушки и копейка. Все остальное ходячка. Ну и самые интересные находки вы уже видели. Еще нашел в том же лесу такую шайбу медную. Решил ее в лимонке почистить. Потому что вот из-за этих бороздок мне казалось, что это из монеты сделали, вот из такой. Но оказалось, что она просто изношена, и поэтому это у нее такие борозды. Еще есть колечко. Скорее всего, детское. Вот, если видно, там внутри следы. Как их показать-то? Вот, смотрите. Видите, да? То есть кольцо самодельное. И старое. Возможно, тоже из монеты сделали. Раньше так часто делали. Еще вот такой кулончик. Современный, бижутерия. Пуля. И кнопка от джинсов. Все. А, еще вот эта вот штука. Не знаю, что это. Может, колокольчик был, может, еще что. Я не знаю. Кто знает, напишите в комментариях. Но медная и старая. В общем, вот это и все. Больше показывать сегодня нечего. Но коп все равно порадовал. С вами была рубрика «Поиск без границ». Всем спасибо за просмотр. Обязательно оцените, понравилось вам видео или нет. Ну и встретимся в следующий раз. Поэтому ждем. И всем пока.